Как-то так сложилось, что люди не отдают должного уважения этой страшной смертельной болезни. Мало кто идет в поликлинику после укуса диким животным, не ведут ведь в лечебницу своего покушенного питомца и не боятся покормить лисицу с рук. Если вы один из таких людей, то вам будет полезно узнать 7 фактов о бешенстве. Самое важное, с лечением человек в 100% выживает, от вируса не останется и следа, а вот без лечения 100% смерть. Через 7, иногда через 10 дней после появления первых симптомов заболевания. Исключение – абортивная форма течения болезни, но о ней чуть дальше. Если вы дотянули до симптомов болезни, то самое время писать завещание, вам осталось жить несколько дней. Симптомы бешенства таковы. Сначала начинает болеть уже зажившая рана в месте укуса животного. Может быть онемение или небольшая боль всей конечности. Поднимется небольшая температура, 37 с хвостиком. Поменяется психоэмоциональное состояние больного. То есть у спокойного может появиться агрессия, а псих наоборот может замкнуться. Максимум через 3 дня начнется вторая стадия, в которой ярко проявляется полное поражение нервной системы. Это судорожное дыхание, лицевые судороги. Но самый яркий симптом – это гидрофобия, то есть боязнь воды. Связано это с большим сосредоточением вируса в области шеи, что делает нервные окончания этой зоны просто гиперчувствительными. При попытке глотнуть воду человека охватывают судороги, и в течение 2-3 дней они только усилятся. За это время спазмом будет заканчиваться даже простое упоминание о воде, даже если просто показать стакан с жидкостью. Тот же эффект будет от дуновения ветра в лицо, громкого звука или яркого света. Но разум больного не покидать, не может даже поговорить. Далее наступает третья стадия, которая уже человека убивает. Человек перестает двигаться, он выглядит спокойным, но в это время у него начинают поочередно парализовываться мышцы и внутренние органы с повышением температуры примерно до 42 градусов. Когда очередь доходит до сердца или легких, он умирает. Как правило, третья стадия длится не более суток. До 1993 года вводили 30 прививок в область живота. Но в наше время вакцина далеко шагнула вперед и достаточно всего 5 уколов в плечо. Уже через 2 недели после первой вакцины у человека начинает вырабатываться иммунитет на вирус. И после окончания курса он будет сохраняться в течение года. Чтобы осознать всю серьезность заболевания, вы только вдумайтесь в статистику. С начала времен до 2005 года вылечилось клинически доказанных только 3 человека. С 2005 года получается лечить искусственной комой, но это пока единичные случаи. Если укус в шею или лицо, то симптомы могут появиться уже через 10 дней, так как там очень много нервных окончаний, а вирус перемещается исключительно по нервным стволам со скоростью 3 мм в час и быстро достигает головного мозга. Если же укус в ногу, то инкубационный период может длиться месяцы и даже годы, поэтому очень важно обратиться в медпункт в тот же день укуса, время идет на часы. Не стоит смешивать болезнь человека и болезнь животного. У животных картина более радужная. Известно, что в 8% случаев они не заболевают, а остаются носителями болезни. Они могут прожить всю жизнь, вывести потомство и умереть от старости, но при этом заражая все вокруг себя. Также у животных в 2% наблюдается абортивная форма заболевания, то есть самоизлечение. А вот с людьми такой статистики нет, и среди них считается 100% смертность, не считая нескольких исключительных случаев. Надеюсь, на которые лучше не стоит. Хоть братья наши меньше и лучше друзья человека, но, к сожалению, лечению они не подвергаются. Если у ветеринара будут подозрения, что ваш питомец болен, он изымет его на карантин на 10 дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы болезнь проявила себя. Если животное заражено, то его безоговорочно усыпят. Вакцин для них нет. Как бы это ни звучало, но оно может быть даже и к лучшему, так как умирают животные довольно-таки болезненно, с судорогами. Уж лучше уснуть от укола и не проснуться. Давайте подытожим. Это очень опасный вирус, и бешеные животные есть везде, за исключением полюсов Земли. Вакцины бесплатны, так что не рискуйте. Если вас кто укусил, то тут же бегом в больницу. Если было полезно и интересно, в благодарность можете поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо и пока!